Всем привет! С вами снова повар от Бога. И вы даже не догадываетесь, что я вам сегодня приготовлю. Поехали! На моей домашней кухне я вам предлагаю немного банально, но фантастический пирог с яблоками, медом и меренгой. Поехали! Что нам для нашего пирога понадобится? Так, 150 грамм масла, это для теста, 250 грамм муки, 1,5 ложки распушивача, 1 чайная ложка ванильного сахара, так, 150 грамм сахара, 60 грамм сметаны, 4 желтка, цедра 1 лимона. Так, что нам понадобится для начинки? Яблоко и корица. Для меренги нам понадобится 4 белка и 150 грамм сахарной пудры. И обязательно, когда мы почистим яблоки, порежем, то мы сбрызнем их лимончиком. Все, начинаем готовить. Для начала нам надо будет разделить желтки и белки. Итак, приступаем. Как я вам неоднократно советовала, всегда протирайте ту посуду, в которой вы будете взбивать белки, потому что не взойдут. Так, итак. Я делю отдельно каждое яйцо над отдельной посудой или стаканчиком. Так, белки мы пока отставляем в сторону, они нам пока не нужны. В желтки мы добавляем сахар и начинаем его перетирать желтками, пока не побелеют. Так, я сейчас добавлю чайную ложку ванилина. Раз. И сюда же добавляю сметану. Так, теперь нам надо по чуть-чуть мы маслица добавим. Так, нам надо цедра лимона. Я отдельно на тарелочке натираю цедру. И сюда мы добавляем натертую цедру. Так, теперь в муку я добавлю 1,5 чайной ложки распушивача. Раз, два. Три. Так, и просею его в наше тесто. Так, и теперь мы вымешиваем тесто. Посмотрите, какое получается.
посмотрите, какое тесто получилось. Я досыпала муку, так что будьте внимательны, что может и не хватить заявленных 200 грамм. Так, теперь я перекладываю это в пленочку и отправлю где-то на полчаса в морозилку. Пока тесто в морозилке, я почистила яблоки и порезала. Обратите внимание, я порезала не очень тонко. Видите? Такими скибочками. Так, и теперь я пол лимона выдавлю и так. Это чтобы не потемнело яблоко. Так, и у меня корица. Так, и корицу. Все, теперь мы ждем тесто и готовим форму. На низ я положу пергаментную бумагу, смажу маслом и борта обсыплю мантой. Так, я достала тесто, и теперь мы вручную выложим в форму. Так, и начинаем аккуратненько выкладывать. Вот. Посмотрите, как получилось у меня. Так, теперь включаем духовку на 180 градусов и выкладываем яблоки. Яблоки можете выложить в любом порядке, в любом. Их видно не будет, сверху мы закроем меренгой. Ну, можно вот так сделать. Я в яблоки добавила еще столовую ложку муки, чтобы ну вот добавила. Так, и теперь на этом этапе мы польем жидким медом. В принципе, сколько хотите, это по вкусу. Ну, у меня вот уходит 2-3 столовые ложки. Все. И теперь мы в таком виде ставим в духовку. И первый отчет времени у нас полчаса. Сейчас. До встречи. Так, через 5 минут заканчивается полчасовое приготовление нашего пирога. И сейчас мы сделаем меренгу. Берем наши белки, щепотку соли, оцей чудний девайс. И начинаем взбивать. Сначала мы начинаем взбивать на маленькой скорости и постепенно будем увеличивать до максимальной. Теперь я добавлю пару капель лимонного сока. Так, ну вот мы взбили нашу. Ай, какая вкуснятина. Так. Смотрите, смотрите, какая красота получилась. Так, теперь мы достаем наш
пирожок. Пока заготовочка наша. Так, ой, он уже вкусно выглядит. Здесь посмотрите. Так, и мы сверху выкладываем нашу меренгу. Дай мою палочку-мешалочку, пожалуйста, ассистент. Так, и сверху мы выкладываем нашу меренгу. И вот теперь вот эту красоту мы ставим минут на 15 в духовку. Ой. Ждем 15. Обязательно попробуйте приготовить. Понравилось? Подписывайтесь. Жду ваших комментариев, жду ваших рецептов. Ставьте лайки, наслаждайтесь вкусной едой. Всегда ваша повар от Бога. Пока!